Всем привет из Вьетнама, меня зовут Илья. Сегодня я хочу дать несколько универсальных советов, касающихся туристов, и предупредить о каких-то опасностях во Вьетнаме. Очень большое количество людей здесь еще никогда не было и вообще ничего не знают об этой стране. Поэтому такое видео будет особенно полезным для тех, кто только открывает для себя путешествие во Вьетнам. Итак, это 10 советов, как не испортить свое путешествие во Вьетнаме. Начнем с сезонности и погоды в курортных городах, куда едут иностранцы для пляжного отдыха. Вообще Вьетнам — это теплая тропическая страна, по которой можно комфортно путешествовать круглый год. Но сезонность все-таки есть, и какие-то погодные отличия могут быть даже между соседними провинциями. А в целом Вьетнам делится на 3 зоны. Это северный район, центральный и южный. В северных провинциях зимой достаточно холодно, может быть и 10 градусов, и ниже, а в горах там даже возможен и снег. Поэтому основные курорты, куда приезжают на пляжный отдых, находятся в центральной и южной частях. Самые известные курорты для иностранцев — это Да Нанг, Хой Ан, Ни Чанг, Фан Ранг, Муй Не. В центральной части с октября по январь есть большие волны в море, чаще идут дожди. Самые холодные месяцы именно по температуре — это декабрь и январь. Если выпадает солнечная погода, то отдыхать очень комфортно, нет излишней жары, вечером не душно, но могут быть и дожди. В декабре и январе уж как повезет. А вот самая плохая погода выпадает на ноябрь. Именно в этот месяц я бы вообще не рекомендовал сюда ехать. Именно в ноябре идут затяжные дожди, могут быть сильные штормы, тайфуны, постоянно какие-то потопы происходят. В ноябре точно лучше ехать на юг страны, на курорты острова Фу Куок. Он расположен в самой южной части Вьетнама. Там сезонность совсем другая. Зимой там туристический сезон, а летом сезон дождей. Есть еще курортный город Вунг Тау на юге страны. Там тоже достаточно много иностранцев, и по сезонности там что-то среднее между островом Фу Куок и остальными курортами, которые я перечислил ранее. Такие нюансы по погоде надо знать, и ехать зимой в Ни Чанг, например, без завышенных ожиданий. Хотя в Ни Чанге не так плохо, как в Да Нанге, например. Да Нанг севернее, там немного холоднее, и погода зимой хуже, чем в Ни Чанге. Ну и в такой сезон с волнами нужно быть осторожнее. Можно и травмироваться, и вообще утонуть, и вещи в море потерять. Теперь основной совет для всех, кто сильно соскучился по морю и пляжу. Будьте осторожны на солнце. Казалось бы, это очевидно, да, что на солнце можно обгореть. И вроде бы все, кто едет на пляжный отдых, это понимает. Но нет, каждый раз есть множество туристов, кто в первый же день отдыха обгорает и потом оставшийся отдых проводит в мучениях. Не стремитесь долго находиться на солнце сразу же по прилету. С первого раза все равно не загореть, а вот шокировать свое тело ожогами — это запросто. Пока находишься на пляже, ничего такого долго не чувствуешь, ожоги проявляются позднее. И к вечеру наступает такой дискомфорт, что в следующие дни уже не позагораешь. Думаю, что даже есть смысл перед поездкой немножко походить в солярий, чтобы дать коже хотя бы немного привыкнуть. Даже те, кто здесь живет, спокойно обгорает, если долго не выходит на пляж. А уж если вы с холодной страны едете, где есть настоящая зима, то ваша кожа точно будет в шоке. Ну а для тех, кто все-таки обгорел, есть одно волшебное средство, о котором мне недавно рассказали. Средство называется пантенол, продается в аптеках во Вьетнаме. Это такая пена для ожогов, можно даже ей намазать все тело, и это поправит ситуацию. Никакие кремы после загара так не помогают, так что имейте в виду и воспользуйтесь при случае. Следующий совет касается денег. Лучше брать с собой наличные, это доллары или евро. Рубли менять здесь невыгодно. Еще можно открыть счет во вьетнамских донгах на карте Тинькофф и путешествовать с такой картой. Это тоже такой неплохой вариант, и комиссия будет минимальная в банкоматах, в отличие от снятия денег с рублевой карты. Еще есть такой вариант по приемлемому снятию наличных с карты, такой местный лайфхак. Это личный перевод кому-то. Бывает, что кому-то нужны деньги на карте, и они готовы отдать наличные за перевод на свою карту. Это тоже бывает очень удобно, я сам так делал много раз. Оплаты по картам во Вьетнаме не сильно распространены, поэтому проще иметь наличные, но в принципе в супермаркетах можно оплачивать продукты русскими картами. Некоторые заведения тоже принимают карты, но лично я не советую на это рассчитывать. Было разное, кто-то мне говорил, что получалось оплачивать картой, но бывало и такое, когда оплата не проходила. Далее поговорим о транспорте. Общественный транспорт во Вьетнаме не развит, автобусов ходит мало. Есть какие-то маршруты, можно изучить этот вопрос при желании, но удобнее ездить на такси.
А таксистов здесь ездит реально много. И они могут и обмануть туристов, и завысить цену. Поэтому, чтобы не ошибиться, скачайте лучше приложение Grab Taxi. Это международный сервис, популярный в Азии. Там можно как раз и посмотреть цену заранее перед поездкой. Можно выбрать размер машины, и там есть очень распространенный вариант такси на байке. Если нужно доехать куда-то в одиночку, то байк выходит гораздо дешевле. Так что обратите внимание на это приложение. Скачать его можно заранее. Еще есть такие ребята здесь, которые называются велорикшами. Они возят людей на специальных колясках, которые двигаются по принципу велосипедов. Сидит человек, крутит педали, а вместо руля спереди у него коляска с сидениями. Такие велорикши курсируют по городу и предлагают подвезти. Велорикши – это более такой туристический вариант транспорта. Можно не спеша проехаться по городу, и стоит вроде как недорого. Но лично я с ними никогда не ездил и не вижу смысла в этом. Лучше уж прогуляться или быстро доехать на такси. Еще и было много случаев, когда они наглым образом обманывали туристов. Называли одну сумму перед поездкой, а потом требовали в 10 раз больше. Например, договаривались за 50 тысяч донгов, а потом этот мошенник требовал с них 500. Спорить и ругаться с ними – неприятное занятие. Я лично видел несколько раз такое, когда они вот так портили настроение отдыхающим. Поэтому просто не садитесь к ним, лучше уж пешком пройтись. Но самый удобный вариант – это, конечно, личный байк. Байк – это такой транспорт, который сразу дает свободу в передвижении, а его аренда выгоднее любого такси. На нем можно вдвоем самостоятельно ездить на любые места и локации. В управлении они простые, здесь почти все ездят на автоматическом управлении, где используются только газ и тормоза. Главное не бояться здесь ездить. К местному движению привыкаешь очень быстро, но в то же время ездить нужно аккуратно и быть бдительным. Аварии на байках во Вьетнаме происходят в больших количествах. И такая авария гораздо опаснее, чем на автомобиле. Люди ломают себе что-то и гибнут, поэтому будьте осторожны. Мой совет: не бойтесь, ну и не расслабляйтесь за рулем. А брать байк в аренду или купить свой, конечно же, стоит. Но при этом нужно и оставаться бдительным тоже. Люди частенько спрашивают еще насчет криминальной обстановки. В плане криминала Вьетнам считается одной из самых безопасных стран. Здесь почти никто ни на кого не нападает и не грабит. Агрессии здесь вообще такой нет, особенно к туристам. В этом плане можно расслабиться, если, конечно, в любом состоянии вы ведете себя адекватно. Я сказала, довези меня до места! Тварь! Я тороплюсь, меня люди ждут! Но если жизнью и здоровью вам ничего не угрожает, то поживиться вашими вещами и деньгами очень будут рады. Здесь воруют с пляжей, могут взломать и обокрасть байк, могут даже сам байк украсть. Вот воровство во Вьетнаме очень распространено. Здесь популярен и такой вид воровства, как выхватывание сумок на байках. Частенько жертвами таких воров становятся женщины. И это не обязательно могут быть туристы, разницы никакой нет. Вот пример такого случая. Здесь можно увидеть, как это происходит. Группа вьетнамцев приехали на машине и заходили в бар. У одной женщины была сумка с деньгами, и воры сорвали с нее эту сумку на скорости, сидя на байке. Причем в сумке у нее была крупная сумма денег. Возможно, что они об этом знали и действовали по наводке, но такое случается и с обычными прохожими. Не носите с собой большие деньги и документы, следите за телефонами тоже. Это вообще самое основное, что нужно знать. Я сам несколько раз вот так терял вещи, и это было большим ударом и разочарованием для меня тогда. Радушная и расслабляющая тропическая атмосфера и общая безопасность могут усыпить бдительность. И у меня обворовывали байк, воровали деньги с пляжа. У знакомых тоже обворовывали байк. У кого-то воровали и сами байки. На улице срывали сумки тоже. Было много случаев, когда обворовывали и квартиры, заползали туда через балкон. Причем заползают даже в присутствии хозяев ночью, пока они спят. Поэтому надо смотреть, чтобы жилье было такое тоже, чтобы было не заползти, или хотя бы закрывать балкон ночью. Конечно, такое не происходит со всеми вокруг ежедневно, но то, что такое может произойти, это нужно понимать. Еще когда я впервые ехал во Вьетнам, то думал, что в таком тропическом климате могут жить какие-то опасные насекомые и тропические животные. Но никакой такой опасности я в городах почти не встречал. Даже комаров здесь почти нет. На севере России, откуда я приехал, вот там комары – это реальная проблема. Здесь же они не доставляют столько неприятностей. Но есть такая проблема. Комары могут быть переносчиками вирусного заболевания, которое называется лихорадка Денге.
Это заболевание встречается в тропических странах. Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Гонконг, Мальдивы, Куба – это не только туристические мекки и зимой и летом, но и карта угрозы заражения смертельной лихорадкой денге. Каждый год в Азии, Африке и Южной Америке лихорадкой денге заболевают до 50 миллионов человек и умирают до 20 тысяч. Симптомы похожи на грипп, а лечение проходит примерно неделю. Назначается постельный режим, витамины и нужно пить много воды. У меня из знакомых есть люди, которые переболели такой болезнью. Говорят, что переносится она тяжелее коронавируса. Я даже слышал, что если заболеть денге в 3-й раз, то организм может не выдержать и можно умереть. Поэтому старайтесь избавляться от комаров во Вьетнаме, хоть тут их и мало. А если приедете в сезон дождей, то будьте осторожны с насекомыми, которые представляют реальную опасность для человека. Это такие жуки, стафилиниды синекрылые, которые обитают в тропических странах. Они похожи на муравьев, только тело у них более продолговатое. У меня было такое, что за вечер я мог их убить 10-15 штук дома. Они не кусаются, не нападают, не бегают быстро, не улетают, когда их ловишь. А опасность в том, что внутри них содержится ядовитое вещество, которое при попадании на кожу оставляет химический ожог, такое сильное раздражение кожи и волдыри. Раздавить такое насекомое у себя на теле можно случайно, и если его внутренности попадут на кожу или в организм, то последствия будут плачевными. Будьте бдительны. Мне сказали, что они залетают в дома именно в сезон дождей. Они могут оказаться и в кружке, из которой будете пить, и на любой поверхности. Я беру их в салфетку, раздавливаю в ней, чтобы убить, и выбрасываю. А с тела их рекомендовано просто сдувать. Бояться их не стоит, но необходимо быть крайне осторожными с ними и голыми руками их не давить. Запомните, как они выглядят, чтобы обезопасить в дальнейшем себя и близких от воздействия химического вещества в их внутренностях. В летнее время, может быть, вы их вообще не встретите, а в сезон дождей они залетают в дома. Конечно же, всех еще интересуют цены. Вьетнам интересен тем, что минимальный порог цен здесь ниже, чем во многих странах. Но для того, чтобы купить что-то по этим ценам, зачастую нужно их знать. Вьетнамцы при виде иностранцев всегда с радостью поднимут планку в 2, 3 или даже в 10 раз. По этой причине ходить на рынке нет особого смысла. Там все продадут по более дорогой цене. Даже если вы сторгуетесь, все равно высока вероятность того, что вы не купите по настоящей цене. Поэтому рынки – это не самое лучшее место для покупок. Чтобы разбираться в ценах, нужно здесь все-таки жить и постоянно что-то покупать. Ну или смотрите внимательно мои видео, там я всегда показываю цены на сделанные покупки. Помимо этого, пишите мне лично, обращайтесь, я могу вам что-то подсказать и порекомендовать. Ну и еще такой совет для туристов. Пробуйте местную еду. Во Вьетнаме все готовят по-простому, очень популярна культура потребления на улице. Уличная еда повсюду, а вот хороший сервис, наоборот, еще остается на низком уровне. Многие аутентичные блюда есть смысл пробовать именно в специализированных вьетнамских простых местах. А в дорогих ресторанах не факт, что приготовят лучше и качественнее. Поэтому нужно тоже понимать, где и за что платить. Посещайте не только туристические кафе и рестораны. Прогуляйтесь и сходите в нетуристические районы тоже. Не стесняйтесь кушать на улице. Несмотря на простоту и на вроде бы как неприглядные условия приготовления пищи, я не слышал, чтобы кто-то здесь травился. Во Вьетнаме принято организовывать кафе прямо на тротуарах. Это вообще нормально. А всегда есть только в дорогих ресторанах нет никакого смысла. Вьетнам – это не страна роскоши и богатства, а толстый кошелек и украшения у вас просто украдут. Поэтому ехать во Вьетнам нужно за простым местным колоритом, за тропической атмосферой, экзотической едой. Здесь более высокий уровень личной свободы. На улицах нет запретов на курение и распитие спиртных напитков. И очень много своих тонкостей в культуре и менталитете. Что-то может не понравиться, может быть непонятным, но если посмотреть на вещи под другим углом, то воспринимать многое будет гораздо проще. Поэтому приезжайте во Вьетнам сразу же, как будет такая возможность. И подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И смотрите еще мои рекомендованные видео по ссылкам в закрепленном комментарии.